Ребята, всем привет! Я представляю компанию DV Max, и мы производим колесные редуктора. Сегодня я хочу вам рассказать о том событии, к которому мы готовились, наверное, 1,5 года. 1,5 года назад мы начали заниматься колесными редукторами. Первый опытный образец был установлен на мой автомобиль. С начала проекта до реализации прошло ровно 2 месяца. И через 2 месяца мы попали на мероприятие «Карпатский кордон». Это знаковое для нас мероприятие. Мы прошли полный цикл испытаний. Мы доехали туда своим ходом, 1200 километров, без поломок, без вообще каких-либо намеков на какие-либо дефекты. Мы добрались до этого мероприятия, успешно там отъездили. И вот прошло 1,5 года. Мы проделали за это время очень много работы. Мы сделали порядка 10-12 проектов различных автомобилей, поставили их все на колесные редуктора, некоторые сделали впервые. Такие автомобили, как Toyota Land Cruiser 200, Toyota FJ Cruiser, их никто не делал. Это первые уникальные проекты, скажем так. И мы подошли сейчас к выпуску серийных редукторов. Мы наладили литье, у нас пошли первые литейные корпуса, и вот первый комплект литейных корпусов мы традиционно решили испытать на Карпатском кордоне. Мероприятие «Карпатский кордон» проводится, наверное, уже более 10 лет, это точно, наверное, даже лет 15. Я затрудняюсь сказать, пусть меня поправят. Это большая такая тусовка джиперов. Само мероприятие – это организованная экспедиция, это не соревнование. Организованная экспедиция. Собирается порядка 200, 300, 400, иногда и 500 автомобилей, съезжается со всего, наверное, немножко загнул со всего мира, но съезжается с ближнего зарубежья, приезжают белорусы, прибалты, россияне, поляки, чехи. Сейчас, конечно, в связи с коронавирусом немножко перемещения все эти утихли, но, тем не менее, в этот раз собралось порядка 150-200 автомобилей, и мероприятие в себе несет очень много сложностей, которые нам нужны для испытания нашей продукции. В горах очень сложно прогнозировать погоду, потому что снизу может быть светить солнце, сверху льет дождь, и даже, как вы увидите, идет снег. Итак, с чего начинается экспедиция? Традиционная экспедиция начинается с установки колесных редукторов. Наши редуктора, которые мы поставили еще 1,5 года назад, они отъездили 15, наверное, более 15 тысяч километров по бездорожью, по дорогам общего пользования. Зарекомендовали себя наилучшим образом со всех сторон. Мы неоднократно разбирали, происходит ли какой-либо износ, какие-либо там повреждения или ничего подобного нету. Наша конструкция была успешна и проездила весь этот период. Колесные редукторы прошли много циклов модернизации. Мы от однопаразитной передачи мы перешли к двухпаразитной передаче. Мы изменили конструкцию подшипников. Мы много что поменяли в конструкции наших редукторов. И вот первый серийный комплект чугунных корпусов и уже модернизированных колесных редукторов были установлены на наш автомобиль. Хочу немного рассказать про свой автомобиль. Это Range Rover Classic 1994 года, абсолютный сток. Кроме, конечно же, колесных редукторов, установленных блокировок, но в остальном абсолютный сток. У нас родной дизельный мотор 200-й, 2,5, 116 лошадиных сил, что-то там очень немного там коней. Сколько осталось в этом автомобиле, я не знаю. Немножко меньше, наверное. Абсолютно стандартная трансмиссия. Почти стандартная подвеска, потому что когда-то он был немножко лифтованный, стояли более длинные пружины, стоял боди-лифт, но
когда поставили колесные редукторы, это все убрали. Автомобиль занизили, сделали его вот такой вот приземистый, устойчивый. Нам не нужен какой-то лондонский автобус, потому что автомобиль должен быть устойчивый. Мы это все вернули, поставили родные стандартные пружины. Ну, единственное, остались там тюнинговые амортизаторы. Остались, конечно же, блокировки. И, ну, понятно, что у нас стоит лебедка, какой-то силовой обвес, но автомобиль без каких-то серьезных модернизаций. Абсолютный стандартный Land Rover, и вы увидите, как он едет. Мы снимаем колесные редуктора, которые были установлены еще 1,5 года назад. Вы видите, что автомобиль полностью разобранный, он подготовленный уже к установке. Для того, чтобы приступить к сборке колесных редукторов, требуется первым делом установить переходные шайбы. Переходные шайбы сделаны для того, чтобы мы разболтовку колесного редуктора совместили с разболтовкой моста. Некоторые элементы от старых колесных редукторов остаются на прежнем месте. Это задние полоси, передние полоси и шрусы. После установки переходных шайб мы приступаем к сборке корпуса колесного редуктора. Он прикручивается к переходным шайбам, устанавливаются паразитные шестерни, устанавливается шестерня ведущая. Дальше одеваем крышки колесных редукторов, которые имеют кронштейны для установки суппортов. Ставим ступицу, одеваем тормозной диск, устанавливаем тормозные суппорта. У нас, я хочу сказать, что есть унификация, мы сделали унификацию. Передний и задний колесный редуктор, они абсолютно одинаковые. Мы решили провести эксперимент, определить, сколько времени требуется для того, чтобы установить наши колесные редукторы на автомобиль. Вся эта процедура у нас заняла 2,5 часа, если я не ошибаюсь. Понятно, что с нашей помощью, я ходил там, помогал шуруповертом где-то что-то докручивать, но через 2,5 часа у нас автомобиль стал на колеса. Мы решили, что помимо того, что мы едем на новых колесных редукторах, мы еще поедем на новых колесах. Это тракторные шины в размере 38, наверное, с половиной, где-то на 20-й диск, которые не сильно плющатся, имеют внутри камеру, но, тем не менее, машина смотрится просто бомбезно на этих колесах. Еще хочу сказать, что в эту поездку мы едем не одни. Наши друзья с Германии прислали нам автомобиль Suzuki Vitara. Прислали нам еще в начале года. У нас были там некие сложности с этим автомобилем, мы там искали концепцию, там непростой автомобиль, скажем так, несмотря на то, что он там маленький, компактный, но непростой. Мы этот автомобиль готовили конкретно к Карпатскому кордону. К этому мероприятию автомобиль готов на 100%. Мы берем его с собой. Мы решили, что Витару мы повезем на лафете, потому что она легче. Витара, наверное, таких, наверное, точно аналогов в мире нету, никто с ней так не заморачивался. Конечно же, мы на нее поставили колесные редукторы. Но была проблема с передней подвеской, потому что подвеска Макферсон не рассчитана под установку редукторов. Она не заложен такой запас прочности. Я думаю, что если бы мы не сделали бы двухрычажку, то амортизаторы бы, наверное, быстро бы согнулись и вышли бы из строя. Поэтому один из самых сложных элементов, которые мы сделали на этом автомобиле, это поставили двухрычажную подвеску. Мы изготовили верхние рычаги, изменили места крепления амортизатора, поменяли другие, поставили амортизаторы. Понятно, что мы поменяли всю ходовку, мы поменяли все пружины, мы установили 2 блокировки, лебедка, силовой обвес, шноркель, багажник экспедиционный на крышу, сделали защиту снизу.
И автомобиль, забегая наперед, скажу, что он показал себя очень хорошо. Многие были удивлены подобному автомобилю, что вообще, ну, и Витары старые тоже дорабатываем. Еще хочу сказать немного про тракторные шины. Почему выбор пал именно на тракторные шины? Помимо того, что я говорил, что они очень классно смотрятся на 20-м диске, помимо этого я считаю, что это один из лучших видов шин, видов протектора для вот этой горной местности, куда мы едем. Почему? Потому что они высокие, они узкие. У нас нет болот, которые не имеют дна. У нас всегда есть какое-то дно. И вот это узкое колесо, оно всегда дороется до дна, зацепится за какую-нибудь корягу, камень и потянет автомобиль вперед. Это раз. Второе, то, что узкая шина, она лучше держит себя на косогоре. Она находит себе какую-то ложбинку, она цепляется, и автомобиль, как на лыжах, не сползает. То есть там есть у нас одно видео, вы посмотрите, где мы на холостых оборотах поднялись медленно на гору и дальше косогор, по которому все лебедились, потому что машину сносит. Мы проехали ее просто плавненько, аккуратненько, никакого намека на снос не было. Поэтому выбор тракторной резины был не случайен. И перед тем, как выехать на этих шинах, выехать уже в нашу экспедицию, мы, конечно же, решили проверить, становятся они в арки или нет. Арки, как видно, вырезаны кардинально, но это так кажется. Даже 37-е триподоры были места, где не касались арок, и в планах есть модернизация, то есть хочется вырезать прямо там по самые стекла, чтобы можно было установить 42-е колеса, может быть 44-е на перспективу. Это, конечно, потребует более радикальных изменений, это нужно вырезать все, дойти вырезать в салоне, но мы это сделаем чуть позже. А сейчас мы решили проверить, как тракторные шины, которые имеют радиус 38 где-то с половиной, как они помещаются в наши арки. Ну вот сейчас касание спереди. Притирочку, но то тоже было притирочку. Повернув вправо, посмотрим вот здесь. Первый выезд на рампу показал, что они цепляются везде, и спереди, и сзади, и за двери, и за пороги, но это нас абсолютно не остановило. Сдвинуть все вперед. Да, чтобы удобно было смотреть. Ты повесил удобно? Удобно? Все. Свой перевес было правее. Да. И дальше нас ждал сюрприз в виде погодных условий, то есть нас ждал туман. Вследствие этого мы ехали, наверное, если не ошибаюсь, 22 часа. 22 часа утомительной езды на Западную Украину.
Вот ровер наш обгоняет нас. Мы едем 106, 107, 109, 109 километров, 110 километров в час. А вы говорите, можно ли ездить быстро на колесных редукторах? Ну, может быть, это не быстро, но для Range Rover 94 года с мощностью мотора 116 лошадиных сил, сейчас едем 113, но это более чем нормально. Кстати, я хочу сказать, расход топлива мы засекли, у нас составил 11,2 литра на 100 километров. Смотрите, ребята, это идеальный автомобиль для бездорожья и для дальних поездок. Посмотрите, красавчик какой, красавчик. 110 километров в час. А был бы мотор помощнее, уже был бы в лагере. И это колесные редуктора, которые мы поставили вчера. Как они катятся. Просто сказка. Просто нет сопротивления вообще, трения никакого. Все подогнано идеально. Ваше место назначения находится справа. Добрый вечер! Приехали мы наконец-то в наш долгожданный отель, спустили Витару, и ребята наконец-то первый раз на ней проехались. Мало, не накатались, поехали еще на круг. Наша команда должна была состоять из 3 автомобилей. Это мы на Range Rover, Витара, и приехал наш товарищ Игорь Серемчи на Land Rover Defender, очень редкой комплектации, 110 с кузовом пикап. На нем установлены также наши колесные редукторы. В остальном автомобиль тоже полностью сток. Ну, лебедка, понятно же, там какая-то подвеска стоит, но глобальных изменений нету. Первые километры пути показали, что впереди очень много автомобилей, потому что мы постоянно останавливались, постоянно пробки, постоянно где-то у кого-то какие-то сложности. Интересный участок был, тоже пробка. Оказывается, такой глиняный подъем наверх,
достаточно скользкий, потому что идет дождь в этот момент. А дальше косогор. Справа пропасть, ну не совсем такая, не совсем обрыв. Там есть какие-то деревья, если ты слетишь, то ну, жив ты точно останешься, машина побьется, там перевернется. Скажем так, ничего страшного. Но в основном тактика участников была следующая. Они ходом залетают на этот бугор, потому что по-другому заехать нельзя. Машину немного, она меняет свою траекторию, немножко сносит. Они залетели, остановили, зацепили лебедку. И с помощью лебедки они аккуратненько проезжают этот косогор, машину сносит. Задняя часть где-то там вот колесами там на спуске уже стоит. И вот таким образом они практически все проезжали. Я же знаю особенность Land Rover, знаю, что в Land Rover очень сильная понижайка и очень тяговый на низах мотор. Поэтому я выбрал тактику следующую. Я решил включить первую пониженную. Мы стартанули таким образом, стартанули на холостых оборотах. Благодаря тому, что скорость была вообще крайне низкая, я выбрал правильную траекторию, заехал зацепился за камень. И по косогорчику аккуратненько, спокойно мы его весь проползли. Дальше не намека на какое-либо сползание. Эту тактику увидели наши друзья, которые с нами ехали. Это Игорь на Land Rover. Проехал точно так же. Молоток! Ребята на Сузуки поехали аналогичным тоже способом, но поскольку мотор бензиновый, на низах он не так тянет, несмотря даже на ту понижайку, которую мы поставили, поэтому чуть-чуть Сергей выбрал немножко больше динамики. Сказывается то, что он еще не привык к этому автомобилю, его немножко снесло при выезде, и поэтому пришлось ему помогать, пришлось его лебедить для того, чтобы машина не слетела в пропасть. Макс, от того говорю з хлопцями, всі вертаються назад, кажуть, що там небо дуже сильно застряло, ще машини. Дальше едем скучно. Мы увидели вначале, что кто-то возвращается. И говорят, что там все, дороги нету, там замело, по колено снега. Но мы, когда услышали по колено снега, мы поняли, значит, нам туда ехали и уперлись в пробку, как обычно. Вышли посмотреть, пробка большая. Что мы видим? Видим глиняный подъем, колея, два заезда, левый и правый. Не все просто едут, колея забита. Вот два подъема, сложность с колеей. Машины абсолютно разные. Все хотят ехать и на Нивах, и на Депах, и на патрулях. И садятся, застряют, перебедятся. То есть это все время. Одна за другой машиной. Поэтому мы искали альтернативный путь подняться по лесу параллельно. Но пни, деревья. Попытка, конечно, объехать, она не увенчалась успехом, потому что все-таки все поваленные деревья мокрые, пеньки мокрые, это все скользко. Мы не смогли зацепиться, мы немножко подсели, скажем так, раскорячились между пеньком и деревом сзади, пришлось лебедкой вылебедиться в сторону. Ну, дальше начали ждать своей очереди для того, чтобы подняться на этот подъем. Для нас он не казался каким-либо сложным, потому что та колея, которая там нарыта, она для нас была просто детской. Но после того, как мы забрались почти все наверх, почти там половина машин осталась еще снизу, мы посмотрели на время и решили, что в этот день мы ночевать в палатке не будем. Мы находились недалеко от нашего базового лагеря. Для этого нам пришлось спуститься назад, вернуться по всей этой дороге.
По приезду в гостиницу нас посетила такая мысль. Карпатский кордон мы все уже проходили. Мы уже ездили там неоднократно, мы видели все эти красоты, тем более, что погодные условия были не очень благоприятные для того, чтобы все это лицезреть. И у нас был запасной план. Ребята, наши друзья из клуба Land Rover, пригласили нас на свою альтернативную экспедицию. И следующий день мы решили провести с ребятами из Land Rover клуба, посмотреть, какие маршруты они предлагают, познакомиться с новой компанией. И об этом вы посмотрите в следующем выпуске.